Финансовый коллапс и управленческий хаос, охвативший ключевые государственные предприятия Латвии, в частности Латвийскую железную дорогу и национальную авиакомпанию Air Baltic, достиг масштабов системного кризиса. Ситуация оказалась настолько плачевной, что на нее обратил внимание даже сам Скотт Литтер, посвятивший этой ситуации свою недавнюю статью. Мы поделимся с вами наиболее интересными выдержками из его работы. Итак, финансовое бремя содержания государственных предприятий в Латвии разрастается до колоссальных масштабов, обнажая симптомы системного паралича в государственном управлении. Ярчайшими символами этого глубокого кризиса стали два флагманских актива, принадлежащих государству: Латвийская железная дорога, ЛЖД, и национальная авиакомпания Air Baltic. Как справедливо отмечает латышский публицист Арнис Клуйнис, поддержание жизнеспособности железнодорожного монополиста становится почти таким же дорогостоящим, как и непрерывное спасение национального авиаперевозчика, превращаясь в непосильную ношу для бюджета. Недавно Латвийская железная дорога представила финансовый отчет за минувший год, зафиксировав официальные убытки в размере 7,8 миллиона евро. Однако эта цифра является лишь обманчивой верхушкой айсберга, так как она представляет собой разницу между расходами и доходами уже после учета вливаний из казны. Реальные же финансовые провалы предприятия до получения государственных субсидий достигают куда более внушительной и тревожной отметки в 27,6 миллиона евро. Государство, взяв на себя обязательство покрывать эти потери через механизм так называемого финансового равновесного платежа, делает это с постоянными задержками и в авральном режиме. Так, в конце прошлого года государственной кассе пришлось изыскивать 46,8 миллиона евро для покрытия дефицита за 2022 и 2023 годы, и это вдобавок к ранее выделенным 10 миллионам на погашение убытков 2022 года. Эта практика, начавшаяся в 2020 году с 13 миллионов евро, стала ежегодной финансовой традицией, свидетельствующий о неспособности компании работать в плюс. Столь колоссальные расходы на сохранение ЛЖД хоть и меркнут на фоне мифических миллиардов, обещанных под проект Rail Baltica, уже вплотную приблизились к затратам на содержание Air Baltic, которые за последние 15 лет можно округлить до баснословной суммы в 600 миллионов евро. Первопричина бедственного положения ЛЖД кроется в катастрофическом обвале грузоперевозок по рельсам, который компания обслуживает. Если в 2019 году объем транзита составлял внушительные 41,5 миллиона тонн, то к 2024 году он рухнул до критических 11,5 миллиона тонн. В нынешних реалиях железнодорожные грузоперевозки в исполнении ЛЖД превратились в своего рода этнографический экспонат, дорогостоящее сохранение исторических традиций, подобно ковке, помолу зерна или ткачеству в музее под открытым небом. Они дороги как память о временах, когда управление железной дорогой, портами и нефтепроводами формировал единый и процветающий транзитный бизнес-комплекс, за счет которого восстановление Латвийской Республики из политической декларации стало свершившимся экономическим фактом. На этом фоне даже сохранившиеся реликвии, вроде узкоколейки Гульбене-Алуксне, напоминает о былой индустриальной мощи, от которой остались лишь фрагменты. Этот геополитический коллапс ставит перед страной несколько мучительных экзистенциальных вопросов, на которые сегодня никто не может дать ответа. Главный из них — стоит ли демонтировать рельсы, ведущие от границ России и Беларуси к портам Риги, Вентспилса или Апаи? Окончательное решение будет целиком и полностью зависеть от сроков завершения конфликта на Украине и его долгосрочных последствий. Из-за этой тотальной неопределенности неясно, сколько и нужно ли вообще платить ЛЖД за поддержание путей Восток-Запад в законсервированном состоянии, позволяющем их быстро реанимировать. К этой дилемме добавляются и другие трудные моменты.
Во-первых, что будет с железнодорожной колеей? Мечты евробюрократов о полном переходе Латвии на европейский стандарт 1435 мм, похоже, растаяли вместе с надеждами на щедрое финансирование. Теперь вполне возможно, что такой колеи за пределами магистрали Rail Baltica в стране не будет вовсе. Во-вторых, остро стоит вопрос пассажирских перевозок. При нынешних темпах убыли населения они могут быть рентабельны без космических дотаций только в пределах густонаселенного Рижского региона, что наводит на логичную, но радикальную мысль об объединении ЛЖД с муниципальным предприятием Ригас Сатексме. Однако такая депопуляция не может длиться вечно. Либо она утянет за собой страну, либо государство попытается компенсировать убыль, как это делала Германия в 2015-2016 годах. Но сравнение с Германией хромает, ее плотность населения изначально была в 10 раз выше, а значит там имелся запас жилья и инфраструктуры, остатки которых в Латвии продолжают исчезать со времен развитого социализма. И если кризис на железной дороге во многом обусловлен внешними факторами, то сага о национальной авиакомпании Air Baltic вскрывает иную, более глубокую и тревожную язву – полный паралич государственного управленческого аппарата. Комиссия Сейма по госрасходам и аудиту, проанализировав отчет Госконтроля, пришла к шокирующему выводу. Непосредственной причиной фактического банкротства авиаперевозчика стали низкооплачиваемые и некомпетентные чиновники Министерства сообщения. Внимание аудиторов было приковано не столько к самой компании, сколько к профильному министерству, которое было обязано контролировать целевое использование государственных средств, но годами пассивно наблюдало за публикуемыми отчетами с признанными многомиллионными убытками. Мы призываем оценить, не нужно ли передать надзор за Air Baltic другим учреждениям, поскольку заинтересованность и способность Минсообщения вмешиваться были недостаточными, прямо заявил на заседании представитель Госконтроля Мартинш Аболинш. Реакция высокопоставленных чиновников Минсообщения была поразительной, они устроили публичное соревнование в самокритике. Парламентский секретарь Гирц Дубкевичус заявил, что госведомства в принципе не способны управлять коммерческими активами такого масштаба и что эти функции нужно передать специализированному административному учреждению. Его коллега, госсекретарь Андулис Житковс, пошел еще дальше, оправдывая бездействие ведомства колоссальной разницей в зарплатах. Мировые авиакомпании такого уровня платят руководству около 1 миллиона евро в год. Чиновники министерств, которые курируют авиакомпанию, получают, возможно, 40 тысяч евро в год. Вопрос в том, может ли такой сотрудник или даже государство в целом быть умнее руководителей, которые построили свою карьеру в условиях глобальной конкуренции. Эта риторика, по сути, является признанием в полной капитуляции. Как показала практика, компания, которая потеряла деньги и рынки из-за пандемии, геополитики и неудачного выбора суперсовременных, но хрупких авиационных двигателей, самостоятельно из долговой ямы не выбралась, а министерство не смогло ей дать ни одного дельного совета. Депутат Андрис Кулбергс, работавший в комиссии по расследованию роста расходов на Rail Baltica, подтвердил системный характер проблемы. Минсообщение не способно управлять госкомпаниями такого уровня. Оно назначает людей, которые только считаются управляющими. По его словам, эти псевдоуправляющие, затем, получив заветную галочку в резюме, переходят на аналогичные должности, не имея реального опыта и оставляя за собой шлейф проблем. Это порождает риск, что первыми претендентами на должности в советах госкомпаний вновь окажутся те же самые люди, которые уже поруководили Air Baltic, Rail Baltica и портами. Все это подводит к логичному, но циничному вопросу. Если люди с зарплатой в 40 тысяч евро не способны управлять, означает ли это, что за то же самое бездействие нужно платить по 400 тысяч? Убытки Air Baltic, приближающиеся к миллиарду евро, сумма списанной госпомощи и долгов, в 100 раз превышают расходы на это фиктивное управление, при котором уволенный директор Мартин Гаус годами действовал без какого-либо контроля. Единственным рациональным выходом из тупика кажется предложение председателя парламентской комиссии Гатиса Лейпинша – нанять для управления Air Baltic авторитетную иностранную компанию. Но сможет ли Латвия заплатить реальные миллионы евро за одни лишь обещания защитить ее от миллиардных убытков? Этот вопрос остается открытым, символизируя глубочайший кризис доверия и компетенции в латвийском госсекторе.
Уважаемые зрители и слушатели, каким образом лично вы оцениваете текущее состояние латвийской железной дороги и национальной авиакомпании Air Baltic? Согласны ли вы с выводами Скотта Риттер? Особенно ценно будет узнать ваше мнение, если вы постоянно проживаете в Латвии. Если данный ролик показался вам заслуживающим внимания, пожалуйста, не забудьте отметить его лайком и подписаться на наш канал, впереди вас ожидает еще много интересного. Благодарим за уделенное время.